Всем привет! Мы приобрели автоклав домашний, Малиновка 3. Вот у нас здесь есть руководство пользователя по бытовому автоклаву Малиновка 3, сборник рецептов. И сейчас мы его распаковали. Вот он пришел нам в такой коробке. Все здесь написано, автоклав, вот наш адрес, доставка была. Домашний автоклав Малиновка, первый помощник на вашей кухне. Готовьте легко консервы из мяса, птицы, овощей, рыбы, грибов, ягод, фруктов и многого другого. Это запатентованная технология, модернизация до самогонного аппарата. То есть из этого автоклава можно смодернизировать самогонный аппарат. Вместо вот этого клапана с красной пимпочкой ставится сюда колонна, он скручивается, и модернизация получается до самогонного аппарата. Отечественное производство, полностью сделано в России, написано. Вот так вот. На каком-то военном предприятии, я так поняла. И вот сейчас мы с ним знакомимся, разбираемся и будем готовить домашние консервы. Можно здесь готовить много чего. Консервы из мяса, птицы, овощей, рыбы, грибов, ягод, фруктов и многого другого. Еще ничего не готовили, еще только собираем. Собираем, присматриваемся. Значит, бывают они разные. Мы выбрали вот такой на 26 литров. Да. Да, значит, можно делать консервы в пол-литровых банках, можно в литровых и можно в 3-литровых. 3-литровая 1, литровые 4, а пол-литровых... По-моему, 14. Не может такого быть. Если этих 4, то значит этих, наверное, 8. 4, нет, выставляется, да. Ну, в общем, мы посмотрим. Мы еще до конца не разобрались с этим делом. Но автоклав нам очень нужен. Хорошая вещь. Так что вы тоже присмотритесь. Мы, конечно, соберем. Тут есть клапан для слива воды. Все туда ставится, стерилизуется. Много мы делаем заготовок. Семья у нас большая. У нас 3 семьи. Поэтому мы делаем всего много. Но постоянно стоять у плиты нет сил, здоровья. А здесь... В принципе-то, почему мы его приобрели? Поставил, закрыл, температуру сделал. Время, наверное, тоже выставляется, да? Нет, не выставляется время. А как? Тут написано в паспорте сколько по времени? Да, там есть вот инструкция, в ней написаны все рецепты, вот у тебя под рукой. Получается, надо ставить таймер. Не таймер, на 30 минут, ну, к примеру. Да, таймер. На 30 минут ставим таймер. И все, и через 30 минут выключаем, оставляем, остывает, и потом уже, в общем, мы весь процесс мы разберемся, все соберем, и вам все уже покажем. Да, я хотела сказать, почему наш выбор пал на этот автоклав. Он идет цельнометаллический, швы сверху и снизу сварены на 2 сантиметра выше и ниже, получается, ребер, краев. Здесь супер ручки, которые не нагреваются во время приготовления, и только у этого автоклава есть запатентованная крышка, которая вставляется вовнутрь, и она потом под действием давления держится. Ну, есть специальное приспособление для начала, чтобы крышка не падала, ее придерживают, приспособление вот вставляется под крышку, а потом крышка сама давлением держится изнутри. А мне понравилось, что автоклав предназначен для готовки продуктов питания под давлением и температурой до 120 градусов, тем самым сохраняя полезность продуктов и уничтожая бактерии. Вот так, понятно? У нас будет как мини-завод. Стерильное все. Все стерильное, как мини-завод по производству консервов. Вот, то есть мы просто делали там в кастрюле, стерилизовали. Это все на глаз. А здесь все сделано уже и научно. в кастрюле тоже, конечно же, не очень удобно. Как, муж, говоришь, как инженерная разработка, да? Решили сделать в автоклаве
гречку с мясом. Мясо у нас двух видов. Свинина и курица, потому что свинину едят не все. Гречки по рецепту идет 120 грамм на одну банку. Значит, мы взвесили 480 грамм, помыли. И сейчас мясо разложили по банкам. На дно каждой баночки положили перец горошком и лавровый лист. Да. И теперь вот будем раскладывать гречку. Дальше соль надо положить. По 15 грамм соли в каждую банку. Теперь лук. Лука по рецепту идет на литровую банку 100 грамм. В морковке идет также 100 грамм. Будет вкусненько. Так, а воды сколько по рецепту? До плечика в банке. С крышками закрываем, да? Крышки специальные идут у нас в подарок, шли к автоклаву. Такие вот красные крышки. Вот. Вот, составили мы все баночки. Вот. Так, теперь мы должны прижать этой крышкой. Да, прижимать. Теперь за ручечку берем, но тяжело, наверное, все-таки. Нет, надо же. И опускаем. Даже без мужской помощи очень даже все неплохо. Так, теперь мы эту штуку. Вот оно как внутри все это выглядит. Теперь мы Автоклав. сам автоклав выставляем на газ, на самую большую комфорку. Воды мы наливаем вот над этой крышкой. Кассетой. Да. На 3-4 сантиметра выше. Вот так под наклоном сюда вставляю. Сейчас не вижу. Оп. Раньше у бабушки скороварка была. Да. Ага. Так, вставляю. Поворачиваю крышку. На автоклаве есть риска. И вот здесь есть риска. И на крышке. И на крышке, да. Чтобы эта крышка... Метко. Ничего. Все нормально. И теперь это сейчас я ставлю, разворачиваю и прижимаю. Это прижимной механизм. Он нужен для того, чтобы Крышка плотно. крышка держалась сейчас. Потом покрути вентиль. Ох, ребятки, какая штука. Модернизируется в самогонный аппарат. Да. Все мы закрутили. Все мы выровняли. Все ровно стоит. Вот риска здесь. Здесь вот такая вот галочка. Термометр выставили. И теперь включаем газ. Все, теперь ждем нагревания температуры. Поднимаем температуру до 120, ну, плюс-минус 1 градус. Вот смотрите, значит, температура уже близка к 120 градусам. Сейчас я буду убавлять наш автоклав. Так, давление у нас 2,2. Ой, не фокусируется. 2,2 бара. Ну и сейчас мы убавляем наш газ на минимум. И в таком состоянии мы поддерживаем температуру и давление в течение получаса. По истечении времени мы автоклав выключаем и оставляем на ночь до полного остывания.
Автоклав наш простоял выключенным всю ночь. Сейчас утро. Температура упала уже до 45-9 градусов. Открывать его можно от 40 до 50 градусов, но сначала нужно предварительно скинуть давление. Все, а там и даже и не было. Давление было... Оно уже все скинулось. Оно, да, скинулось. Иначе скинуть давление нужно, иначе крышка не откроется. Сейчас нужно будет открыть клапан, слить воду. Ну, мы сейчас покажем. Вот, чтобы он был не тяжелый, мы немножко сольем сейчас. И потом переставим его к раковине. Достаем. У самих сердце замирает. Первый раз. Ответственный момент. Да, ответственный момент. Первый раз же делали. Ой, но Вот. все крышки втянуты. Все 4 банки. Ну, горячие еще. Теплые. Теплые, не Теперь горячие. будем ждать, когда это все дело остынет. Да, И дегустировать. да, протри. Вот так вот я и Это включил свет. свинина. Угу, Вот там перчик наш. угу. Красота. Получилось прям, смотри, до верха. Красота, прям до верха. А должно быть немножко это... Не-не-не, когда распаривается, должно быть до верха. А, Ой, да, это курица вот. не крути сильно, переверни, покажи курицу. Вот так. Отлично. Отлично. Теперь осталось нам продегустировать. Но вообще мне понравилась, вещь хорошая. Так, готово. Остыло. Ждали, слюни текли, умывались. Не знаю, как мы дождались наконец-то. Мясо. Открываем первую свинину с гречкой. О, как я хорошо. Сюда, да? Да, ну в любую. Любую. Можно с ложками. Да, у меня уже тут стоят. Кашу. Да. Так, сейчас посмотрим. Ну что, проварилась? Да, мягкая гречка, сочная, кстати. Посмотри, прям какая. Сейчас поближе покажешь. Вкусная. Соли мы сэкономили. Соли кстати. мало? Соли прям вот, знаешь, ну сейчас современные люди соли едят меньше. Это раньше все солили впрок. Вот, а вообще они написали 15 грамм, но мы клали 3 чайные ложки, да? Ну, у нас и как раз 15 грамм. Ну, Да. я не соленые люблю. Вот, чуть-чуть, вот я люблю соленые. Ну, подсолишь. Как, знаешь, в поговорке «недосол на столе, пересол на голове». Да, Поэтому да. Курица, или что у меня тут, мясо? это у тебя свинина. Свинина, я думала курица куском. Нет, курица там. Там 2,5 куска. По рецепту идет, ой, забыла сколько, 400 грамм на одну банку. О, мясо какое хорошее. Смотри-ка. Блин, давай быстрее, я тоже хочу попробовать. Так. Вилочку возьму культурненько. Давай свинину. Надо, конечно... Она перемешать. распарилась? Перемешается в желудке, давай пробуй. Куда? Пахнет. Пахнет обалденно. Вообще. Дай понюхать. Обалденно. Как понюхать, я сейчас дам тебе. Попробовать? Лаврушка, перец с горошком. Да, перец там выбирайте, там кинулось много. Ой, оно перемешается Ну, и мясо будет... такое соленое. Да, мясо соленое. видимо, внутри Оно... там. Нет, оно перемешается, да, и будет нормально. Зря я сказала. Да, все Мясо хорошо. хорошее. Вот прям как тушенка такой, тушеное, Ой, распадается. очень вкусное. Мясо прям мягкое. Слушай, наверное, говядина будет вообще отпад, нежная. Ну, свинина мягче говядины. Ты попадаешь что? Я? Ой, какая красота. В общем, мне понравилось со свининой. Давай. Сейчас попробуем. Давай курицу. Очень вкусно. О, Ой, я сейчас научу. не могу. Смотри. Давай. Ух ты, правда, все пшикнула. Все, молодец. Учитесь. Да, лайфхак. Мастер-класс у нас здесь еще. Да, вот, лайфхак, мастер-класс. Это курица уже. Ну, Там это, 2,5 куска получается целиковые. Конечно, мы первый раз. Еще один дегустатор пришел. Очередь тут у нас. Сниматься не хотите? Так что мы вам пробовать не дадим. Кормить не будем. Кормить не будем, надо заработать кормежку. Все, значит, Мне наш... понравилось. Я, конечно, боялась, переживала. Как-то все это первый раз. Непривычно. Я Но- больше боялась,
Честно говоря, когда куб набирал, вот автоклав набирал температуру, мне было так страшно, но когда он Что набрал, гречку из плафона будем потом вытаскивать. а там вообще ни звука, ни пара. Ноутбук громче работает. Да, ноутбук громче работал, чем автоклав. Вообще шикарно, мне очень понравилось. Я больше сначала Я не боялась. поняла. Че, курица? Да? Она прям, посмотри, как растворилась. Она ж с косточками. А там, говорят, и косточка мягкая. Посмотрите, косточка мягкая. Ее нет. Косточки я нет? вообще не думаю, что это курица. Ценим, наверное. Нет, по вкусу это курица. Да? Смотри, Кать, вообще ничего нет. И косточек нет. Ну, ёшкин А кот. где косточка-то? Все. Да Вот я её- смотрела, что... Нет. Слушайте, вкусно, Саш? Мат, нельзя ругаться? Нет. Заев вкусно. Все, кто не пробовал еще автоклав, советуем. Очень хорошая вещь. Да, надежная штука. Тихая. И главное, все очень вкусно. Вот вы так в сковороде не сделаете 100%. Это только в автоклаве Малиновка.